Друзья, сегодня наш юбилейный 100-й выпуск. Я не думал, начиная снимать видео, что я сниму 100 видео на рабочие и около рабочие темы. Это очень приятно, что вы нас смотрите. Ваши подписки и лайки поддерживают нас морально. Я в свою очередь показываю вам самые интересные моменты по работе. Но пришла в голову мысль, что нужно создать второй канал, на котором мы будем показывать жизнь вне IDT. Он так і буде називатися. IDT-мен, життя, як воно є. Я бы хотел, чтобы именно сейчас вы остановили это видео, подписались на наш второй канал. Ссылочка будет внизу в описании. На этом канале будут видео о моей нерабочей жизни. На этом канале вы увидите жизнь в Украине моими глазами. Увидите то, чем я увлекаюсь, мои интересы. Это автомобильная тематика, это мотоциклы, это прыжки с парашютом, это пчелы, это много всего интересного, это путешествие нашей страной. І так, цей канал буде виключно українською мовою. Там будут субтитры на русском, я думаю, на английском языке. Поэтому не теряем время, подписываемся на канал. Поехали! Привет, друзья! Сегодня говорим о дембеле по банковским хранилищам. Наконец мы вышли на финишную прямую. У нас осталась одна стена полноценная и кусочек еще. Буквально 3-4 дня мы заканчиваем этот объект, с него уходим на следующий. Но я хотел бы остановиться на одном очень интересном моменте. Недооценка задачи. Она произошла в тот момент, когда я рассматривал впервые эти два хранилища и рассчитывал коммерческую стоимость выполнения этой задачи. Я не учел один момент. Оказалось, что стены этих двух банковских хранилищ плотно примыкают к силикатным кирпичным стенам. То есть, по сути, эти стены были как опалубка наружная при заливке этого хранилища. И этот момент, он очень существенный. Вы сейчас поймете почему. Смотрите. Зразу видно, як люди працюють, да? Да. Мы как бурканика с кубик сейчас падаем. А ну, Сань, покажи ломик. Це що за лук? И вы не хватай. Він же був рівний. Нормально. Я так розумію, вже стільки разів було слово «ти диш», що вже ніхто його не говорить. Так что произошло на самом деле? А произошло то, что мы думали, что порезав потолок и стены на отдельные фрагменты весом около 1600-1700 килограмм, мы решили этот вопрос. Но не тут-то было. Потолок действительно упал, но стены продолжали стоять. И если в случае с одной стеночкой на одном хранилище нам помогли вообще строиться, и они разобрали кирпичную стену, она по проекту демонтировалась, и там мы легко уронили эту стену, то с теми стенками железобетонными, которые плотно примыкают к существующим стенам из силикатного кирпича белого, ох, мы наигрались. Сначала мы пробовали различные методы клиния, кувалды, но это все такая игра, она была на первых 2-3 кубиках. И потом мы пришли к пониманию того, что нужно действительно забивать клинья, но забивать их отбойными молотками. И причем не только справа, слева, снизу, но еще и мы пришли к пониманию того, что нужен клин, который мы забиваем между
вырезанным фрагментом железобетона и силикатной стенкой. Для того, чтобы этот фрагмент оторвать от этой стены. И при этом мы еще даем преднатяг 5-тонным тельфером цепным. Ну, я не знаю, в несколько тонн как минимум мы даем нагрузку. Очень интересно это все с точки зрения временных затрат, потому что резали мы 2 хранилища около 1,5 месяца, а разбираем мы эти 2 хранилища еще практически столько же по времени. Так вот, друзья, коллеги, резчики бетона, вы когда видите работу, которую вы никогда не выполняли, попытайтесь ее просчитать, ну, как-то максимально тщательно. Потому что стоимость ошибки исчисляется, ну, вот, месяцем работы. И пусть этот месяц работы, он не несет в себе каких-то сумасшедших там затратных частей по расходнику. Нет, этого нет. Но это все равно месяц работы 3, 4, 5 человек. И такая нормальная сумма получается, кстати. Будем ли мы брать с заказчика дополнительную плату за эту доп. Работу? Вот, кстати, вопрос, да? Кто как оценивает? Это доп. Работа или мой недосмотр при оценке задачи и расчете стоимости выполнения? Я понимаю так, что, ну, как бы, когда выставляется заказчику стоимость резки в погонных метрах, то, соответственно, мы должны выполнить эту резку в погонных метрах. Когда выполняется комплексный демонтаж под ключ, тогда это комплексный демонтаж под ключ. И тогда это проблема исполнителя. У нас был случай промежуточный. Наша задача по договоренности была порезать и уронить. Без выноса, без вывоза. Поэтому однозначно эта задача наша. Это мое мнение. И я не буду выставлять никаких доп. Счетов нашему заказчику. Лучше мы отработаем в этом случае на перспективу и получим дополнительный заказ от него следующий. Ребят, благодарю всех за просмотр. Сейфы мы закончили. Следующие видео будут уже на совершенно другие темы. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, включайте колокольчик. Пока.